Пожалуй, друзья, это самый необычный рецепт, который я готовил за последнее время. Вот такой хлеб у нас получился без муки, без дрожжей, без закваски, без ничего. Использовалась только крупа и пару доступных ингредиентов. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет рецепт хлебушка, который я случайно увидел и просто он мне запал в душу. Хлеб готовится без муки, без закваски, без дрожжей. Этот список можно продолжать. Нам надо только пшено и парочку дополнительных ингредиентов, которые есть абсолютно у всех. Не будем затягивать, сразу начинаем приготовление рецепта. Пшено я пока что отставляю. Далее я скажу, сколько грамм я взял. И нам понадобится емкость, которую мы сейчас с вами разобьем 2 куриных яйца. Почему куриные яйца я разбиваю первыми? Потому что, друзья, может попасться скорлупа. Хочу познакомить вас с своим любимым рыжиком, а других своих животных покажу чуть далее в рецепте. Это первое. Второе, может попасться некачественное яйцо. И тогда уже все продукты просто выкидывай, если яйцо попадет вместе с продуктами. Поэтому яйца я посмотрел хорошие. Яйца я беру комнатной температуры. У меня свойские яйца свободного выгула. Щепоточка соли. Соли кладите столько, сколько вы любите. Прованские травы это вообще не обязательно. Это на любителя. И щепоточка черного молотого перца. Мы это дело все перемешиваем. Вот так вот. Долго перемешивать абсолютно не надо. И далее вы узнаете, почему не надо. Перемешали. Далее нам понадобится с вами емкость, в которую мы нальем кефир. Кефир обязательно берем комнатной температуры. Я смотрю, где у меня здесь вода. И наливаю 200, ровно 200 миллилитров. Готово. Кефирчик налит. И кефир отправляем к яйцам. Все это хорошенько перемешиваем. И половина рецепта у нас уже готова. А это мои любимчики Тигра и Аватар. Я их люблю не менее, чем рыжика. Я беру пшено. Пшена у меня 680 грамм. Но пшено предварительно я замачивал и промывал в теплой воде. Поэтому здесь еще воды, примерно 180 грамм. Поэтому 500 грамм пшена. Где-то так вот можно брать. Желательно пшено 2 часа, чтобы оно постояло, набухло, а еще лучше на ночь оставлять. Если есть такая возможность и если есть терпение. К пшену я добавляю чайную ложку без горочки соды. И туда же я добавляю разрыхлитель. Разрыхлителя я также беру 1 чайную ложечку без горочки. Сюда же я кладу чуть-чуть соли. Чуть-чуть. Вы можете положить дополнительно сахар. Но я не фанат сахара, многие уже знают. И поэтому я обхожусь без сахара. Теперь все это надо нам перемешать. Быстро перемешиваем. И у нас уже практически можно отправлять в духовку. Почему я добавил и соду, и разрыхлитель? Дело в том, что сода активизируется при соприкосновении с кефиром.
Вот. Без этого сода не работает. Без вот этой среды или без лимона. В общем, она не активизируется. А разрыхлитель, друзья, он работает абсолютно без ничего, сам по себе. Поэтому я добавил и то, и то. У нас уже практически все готово. Берем блендер. И в блендер засыпаем сразу вот эту вот кефирно-яичную смесь. Отправили. А теперь вслед за ней я отправляю пшено. Пшено и соль. И вот что мы еще добавляли. Разрыхлитель и соду. И вот сейчас в блендере уже пойдет нужная нам реакция, которая будет поднимать наш хлеб. Без закваски, без дрожжей, повторюсь. Без ничего вот этого глютенного и вредного. И это я говорю про дрожжи. Вот так вот. Отправили. Теперь все, что нам остается, это с любовью включить блендер. Готово. Очень-очень получилась жидкая смесь. Очень жидкая емкость. И туда отправляю нашу смесь. Вот такая смесь. Отправляется ложечкой. Еще достаем остатки. Плиту я предварительно разогрел, духовой шкаф, до 180 градусов. Запекаться эта красота будет примерно 45 минут, не меньше, при 180 градусах. Я беру кунжут, белый и черный, и чуть-чуть посыпаю кунжутом. И если вам видно, то уже начинают выделяться пузырьки. Это начинается реакция, та самая реакция, которая и будет поднимать наше блюдо. Я отправляю уже в разогретую духовку наше блюдо. И попутно мы сделаем блины, пока готовится основной хлеб. Интересно почитать в комментариях, кто вам понравился больше, котик или песики. Вот такой пышный, шикарный хлебушек у нас получился. Вот нет слов просто, насколько легко и просто его готовить. И сейчас я хочу вам показать, как он выглядит внутри. Разрезаем. Я не дал ему остыть, он еще горячий, а по правилам хлебушку надо дать остыть. Но уже мне не терпится посмотреть и вам показать. Посмотрите, насколько пышный получился хлеб. Очень пышный. Вот видите, как аж пружинит. Весь запекся хорошо. Однородный. Корочка шикарная. Насколько идеальный получился хлеб. Повторюсь, я даже не знаю, какой хлеб можно придумать более полезный, чем вот из этой крупы. Крайне рекомендую, друзья, приготовить.